Если бы вы только знали, как мы всю весну скучали по путешествиям. Алин! Смотри, что мне прислали. Наконец, наступило лето, и мы снова отправляемся за приключениями. Мы будем путешествовать из дома. Класс. А нашими ведущими станут друзья Орла и Решки со всего мира. Всем привет из солнечного Баса. Из Сиэтла. Живу в Китае. Я нахожусь в Гонконге. Я Бедуин с Петра. Привет из Таиланда. Из Австралии. Я живу на солнечном острове Кипр. Мы хотим показать вам самые лучшие места острова Тенерифе. Я же хочу вам показать другую, неизвестную Грузию. Леша, привет! 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 Теперь мы будем всегда на связи. Токио, на О. Осло, тебе тоже на О. Орландо, на О. Орел. Лешка. Заметано. Игра началась. Подожди, давай только теперь на что-то играть. На желание, например. Приличные? Посмотрим. Ладно. Погнали. Оп. Это сигнал к путешествиям. Антон, ты не меняешься. Сама предложила и попала в просак. Ну, Жди, в любой момент тебя может настичь наказание. ладно. Пойдем путешествовать. Вот наш билет. Пойдем. Сегодня вместе со своими друзьями Орел и Решка несколько раз облетят земной шар. Мы отправимся в Китай, чтобы попасть на открытие шанхайского Диснейленда после пандемии. Погнали исполнять мечту детства! И устроим марафон по секретным барам Шанхая. Where's the bar? You can find by yourself. В Сиэтле мы отправимся в магазин будущего. Все-таки я воровал Амазон. А в Токио узнаем о чудесных свойствах красных трусов. Убрала трусишки. Пристегните ремни, наше путешествие начинается. Hi. Бай-бай! Всем привет! Меня зовут Кухаренко Дмитрий, и мы с вами в Шанхае. Дима приехал в Шанхай на неделю, чтобы отпраздновать свой день рождения. В итоге живет здесь уже 8 лет. За это время он изучил весь город и знает все его секретные места. Наконец-таки Шанхай воспрял после коронавируса, и у нас пооткрывались музей, выставки, театр, клубы, рестораны. Все открыто? Сегодня я собираюсь вам показать один из самых интересных музеев, которых вы можете встретить в Шанхае, под названием Team Lab. Очередь? Я давно не видела очередь. Я бы даже с радостью сейчас в ней постояла, просто рядом с людьми. Кстати, для того, чтобы попасть в этот музей, нужно было приобрести билет заранее. Нужно было зайти на официальный сайт, купить билет и забронировать время посещения. На входе у вас померяют температуру, а также спросят ваш код здоровья. Он должен быть зеленый, иначе вас просто не впустят. Пока стоим в очереди, расскажу вам, кто такие Team Lab. Team Lab – это организация, появившаяся в 2001 году. Группа людей, архитекторов, мультипликаторов, дизайнеров, математиков, которые создали целый проект, и цель этого проекта – сблизить человека с природой. Результатом этого проекта является интерактивный музей. Сейчас пойдем посмотрим. Целое поле подсолнухов.
Посмотрите, как здесь прикольно. У меня ощущение, что я бабочка, порхаю где-то на цветочном поле. Эта магия происходит за счет проекторов. Они проецируют картинку везде. На стены, на пол. Хочу заметить, что ощущения в каждой комнате абсолютно разные. На это влияет разная температура. В одной комнате было очень прохладно, в другой комнате было очень жарко. Но в каждой комнате у тебя кружится голова. Например, как здесь. Что-то невоображаемое, это что-то космическое. Я просто на грани вселенной, я где-то вне этой реальности сейчас. Здесь можно находиться просто целую вечность. Это настолько залипательно, причем сюжеты, они меняются. Направление ламп, всякие узоры, фигурки. Это было что-то нереальное. Я провел в этом музее 2,5 часа, и я бы остался здесь еще на сутки. На каждого посетителя, в принципе, здесь рассчитано 2 часа. Но никто вас не будет выгонять, если вы задержитесь здесь надольше. Так что, когда откроют границы, ребята, если будете в Шанхае, обязательно уделите время и посетите вот этот вот музей. Вы испытаете непередаваемое удовольствие. А пока эксклюзивно для «Орла и решки» из Шанхая. Я хочу. Хотя, ты знаешь, в детстве, чтобы добиться такого визуального эффекта, мы просто очень сильно терли глаза. Я смотрю в калейдоскоп. И звездочки были вокруг. О, Дисней! Спустя ровно час мы добрались до шанхайского Диснейленда. Добраться сюда очень удобно. Можно воспользоваться метро, это конечная станция одной ветки, либо же автобусами. Поэтому никакой проблемы добраться до Всемирного центра развлечений нет. Уже по сложившейся традиции при входе в парк меня попросили показать мой зеленый код здоровья, мне померили температуру, а также попросили одеть маску, поэтому сейчас я в маске. Также в период эпидемии коронавируса в шанхайском Диснейленде просят, чтобы соблюдали дистанцию в 1 метр. И на полу наклеены специальные наклеечки, где люди должны стоять в очереди и находиться на расстоянии друг от друга не меньше метра. После того, как проверили мой код здоровья и проверили мою температуру, мне пришлось показать мой код резервации. Кстати, попасть в шанхайский Диснейленд после коронавируса не так уж и легко. Вы не можете просто сюда приехать, купить билет и зайти в парк. Вам нужно изначально зайти на официальный сайт Шанхай Диснейленд, забронировать себе билет и забронировать время посещения. Стоимость билета 400 юаней, это около $57. $57. Это гораздо. Диснейленд в Париже, ты не попадешь за такие деньги. Это же наш формат. Со 100 баксами это просто рай отдыхать. Мне отдают билет в Шанхай Диснейленд и мой паспорт. Пойдемте. Вот эта штука Hot Wheels. Спонсор моих седых волос. Так,
10 способов закрасить седину. Окей, в мире существует всего 6 Диснейлендов. Но сегодня мы с вами приехали в самый молодой, который находится в Шанхае. И что самое главное, это первый Диснейленд, который открылся после эпидемии коронавируса. Так что сегодня мы с вами имеем уникальную возможность с Орлом и Решкой посмотреть, что же изменилось и как выглядит Диснейленд сейчас. Погнали исполнять мечту детства! Первое, что вы должны сделать по прибытию в Диснейленд, это взять карту. Потому что территория Диснейленда 4 квадратных километра. И без карты здесь никак не разобраться. Все понятно? Это, кстати, самый большой замок из всех Диснейлендов, которые существуют. Только посмотрите, какой он огромный! Этот замок, между прочим, принадлежит абсолютно всем принцессам. Не так, как в Америке сделали замок Золушки, замок Красавицы и Чудовища. Это единственный замок, в который можно войти вовнутрь. За моей спиной вы можете увидеть копию этого замка, выполненную полностью из кристаллов Сваровски. Цена этого замка 1 800 000 юаней. Это около 254 тысяч долларов. В Шанхае целых 7 тематических зон, и планируется открываться 8-я, посвященная Зверополису. Пойдемте посмотрим первую под названием «Остров приключений». Напоминанием того, что мы все-таки находимся в Китае, послужила табличка, оповещающая, что ждать время в очереди на аттракцион 2,5 часа. О, 2,5 часа ожидания. Уже и перехочется кататься на чем-либо. Однако добрые люди подошли и сказали, что если вы хотите пройти без всякой очереди, вам нужно приобрести Quick Pass через официальный сайт Диснейленда, который стоит 80 юаней, это ориентировочно 12 долларов. Я думаю, я пойду еще пока погуляю. Отличительной чертой шанхайского Диснейленда является наличие тематической зоны, выполненной по фильму «Пираты Карибского моря». В очереди придется стоять 70 минут. Я выстою, но я вам ее покажу. А сейчас начнется самое интересное. Поехали! 来得正好，我忠诚的船员们。 Подожди, это видео или настоящий снимок? Конечно, настоящий. Это было что-то нереальное. Мы едем на этой лодке по пещере, вода брызгает, осьминоги ползут, пираты дерутся, сокровища. Я хочу еще, я хочу еще. Это, наверное, самый стрёмный, самый страшный, самый экстремальный аттракцион, который можно найти в шанхайском Диснейленде. Называется он «Трон». Скорость, с которой едет мотоцикл, 80 км в час. Однако раньше эта скорость была выше, но очень много людей жаловались на то, что их тошнит, им становится плохо после посещения этого аттракциона, и скорость снизили. Но даже сейчас очень много людей не решаются на него зайти, а я это сделаю. Прежде чем я сяду в эту адскую машину, я хочу сказать: мама, я тебя люблю. Я думал, у меня сейчас повылетают глазные яблоки. У меня раздуют щеки, что это было настолько круто. О май гаш, у меня просто сердце ушло в пятки. Гуляя по шанхайскому Диснейленду, время летит незаметно. Я провел здесь целый день и получил массу удовольствия.
И несмотря на то, что дневной парад и вечерний фейерверк были отменены в связи с эпидемией вируса, а также мы все должны были носить маски и соблюдать социальную дистанцию, ощущение праздника это не испортило. Добро пожаловать в детство. Странная у них логика. То есть в парк заходить можно, а фейерверк смотреть нельзя в связи с пандемией. Видимо, огромная толпа, потому что собирается и все близко. Но мне кажется, это очень жалко, потому что это самое красивое, когда в парижском Диснейленде собираются все вечером за полчаса до закрытия, и начинается это сначала 3D-мэппинг-шоу на замке Снежной Королевы, а потом салют. И ты это видел? Конечно. Хочу в Диснейленд, ну это издевательство какое-то. Шанхай – это самый большой и крупный город Китая. Здесь живет 24 миллиона человек и более 46 миллионов туристов. Поэтому ночная жизнь здесь кипит как никогда. Однако шанхайцы предпочитают большим ночным клубам маленькие бары, которых здесь огромное количество. Однако сегодня я хочу вас познакомить с теми барами, которые вы не найдете ни в одном путеводителе, и вас с ними могут познакомить только местные. Пойдемте со мной. Ну вот мы с вами и приехали в первое место. Снаружи это выглядит как обычный барбершоп. Но это не барбершоп, это бар. И сейчас я вам это докажу. Пойдемте. Есть секретная дверь, прикольно. Ого, это законно? Видишь, его попросили надеть маску. Я жду, когда он начнет заказывать шоты и пить через нее. Несмотря на то, что все бары уже работают, все равно масочный режим еще не сняли. Поэтому мне пришлось одеть маску, и здесь я записываю свою контактную информацию. Свой номер телефона, имя, температуру и прочее. Слушайте, ну снаружи это действительно выглядит как барбершоп. Я вижу зеркала, я вижу раковину. Но я не вижу барберов. Позовите меня парикмахера, мне нужно помыть голову. Как вы видите, в баре никто не носит маски, кроме меня. Поэтому мне кажется, мне ее тоже стоит снять. Бай-бай! Здесь подают очень оригинальные коктейли в пакетах с кровью. Коктейли очень крепкие, наподобие нашего Лонг-Айленда. Очень интересно выглядят в реальной капельнице. Вы можете дозировать количество алкоголя, попадаемого в твой организм. Актуалочка сегодняшнего дня. Ну вот, собственно говоря, мы посетили первый скрытый бар в Шанхае, и теперь время посетить второй. Поехали с нами. Вот мы и приехали в следующее место. Снаружи вы не найдете вывески названия этого бара. Название бара Speak Low. Снаружи он выглядит как обычный книжный магазин. Однако все не так, как есть. Пойдемте со мной. So your first time? Yeah, but where is the bar? You can find by yourself. Where is the door? Прикольно. Ты должен сам найти дверь. Это как квест-комната. Да. No? Oh, I see the door. Должна быть какая-то секретная кнопка, отвечаю. Ну, по-любому тут. Книга. Книга. Однозначно Да, книга. Okay. Okay. Congratulations. It's working. So Yeah. So you can come in. Я представляешь, кто-то пришел почитать.
Точно. Дорогой, где ты был? Читай. Даже находясь в самом этом заведении, попасть в бару не так уж и легко. Здесь целых 4 этажа, и на каждый этаж есть свой засекреченный секретный вход. Например, чтобы попасть в этот бар, вам нужно на карте мира найти Шанхай и нажать на кнопку. Нажимаете на кнопку, и дверь открывается. О, прикольно. Вау! Чуть Димке брови не спалили, но... I like it. Что I like it? Как на вкус? Ну, like it, а дальше дофантазируй. А хочешь узнать? Позвони Диме. Конечно. Привет! Дима, привет! Дима, здравствуй! И в номинации «Самое глубокое декольте» выпуска побеждает... из Шанхая. Я, между прочим, эту татуировку первую сделал специально для Орла и Решки. Серьезно? Дим, большое тебе спасибо, что просто нас телепортировал в детство. Хотелось просто зайти туда в экран и покататься вместе с тобой. Судя по Диснейленду, у вас все очень хорошо с дезинфекцией и с правилами поведения, а судя по барам, не очень хорошо. На самом деле, что касается Диснейленда, несмотря на то, что людей меньше, но очереди длиннее, и у них есть ограничения. То есть рядом с тобой справа, рядом с тобой слева не может сидеть человек, сзади тебя не может сидеть человек. Поэтому количество людей, которые попадают на аттракцион, естественно, меньше. И вот на один аттракцион я простоял 3,5 часа. По той же самой причине отменили в Диснейленде fireworks. Фейерверки. Фейерверки, они стараются исключать вот большие Столпотворение. Столпотворение. Я уже после 8 лет жизни в Китае, я просто забываю русский язык. Ты иногда на китайском что-нибудь Говори, говори. мы все поймем. Кстати, что самое интересное, вы знаете, что в Китае фейерверки запрещены? Из-за коронавируса? Они здесь запрещены в любое время года, они разрешены исключительно только во время китайского Нового года. У них есть традиция, кто больше взорвет фейерверков, кто мощнее и громче бухнет, у того больше денег, тот будет богаче в следующем году. Что касается баров, клубов, да, мы заходим в эти бары-клубы, на камеру все одевают маски, на камеру проверяют температуру, как только ты заходишь вовнутрь, все «Эй, поехали гулять». Расскажи, нам, конечно же, интересно, как обстоят дела с туризмом. Угу. Туризм здесь сдох. Прекрасно. А лучше и не скажешь. Ну да. Временно он здесь сдох, потому что границы закрыты, неизвестно, когда их откроют, сколько здесь ходило слухов по поводу того, что откроют границы с сентября, может быть, с октября, но пока туристов не пускают. Спасибо. Интересно. Я вас буду ждать в аэропорту с табличкой. Договорились. Мы узнаем тебя по звездочке. Да-да-да, на всякий случай, да. Все, ребят, всего хорошего. А пока-пока. 101 ламантин, Антон, 102 вставай. ламантина. Мы летим в Америку. Я знаю, что это неприятная для тебя история. Дважды не дали визу, но сейчас есть возможность онлайн полететь в Америку. Ой, сейчас где-то хохочет мой консул, который 2 раза мне ее не дал. Ну давай. Перестань ты. Кто там главный по Америке? Леша. Привет, я Леша. Добро пожаловать в Сиэтл. Знакомьтесь, это Леша. Команда «Орла и Решки» познакомилась с ним еще 2 года назад. Тогда Настя Ивлеева остановилась у него переночевать по каучсерфингу. С тех пор мы с Лешей и дружим. И наше путешествие я хочу начать по одной из достопримечательностей, которая появилась у нас совсем недавно. Это супермаркет. Но необычный, он без продавцов. Знаешь, в магаз пойти приключений. Как раз для тех, кто всегда мечтали сходить в магазин, взять себе продуктов и потом спокойненько уйти. И сейчас я покажу, как это делается. Для того, чтобы попасть в магазин, нам понадобится всего лишь 3 вещи. Первое – перчаточки. Второе – масочка. И приложение Amazon Go, с помощью которого, собственно, и трекаются все мои покупки. Вот этот штрих-код нам пригодится, чтобы зайти внутрь. Ого, И все? как в метрошку, да?
Ну что, тут у нас миллион всего. Собственно, магазин сделан для тех людей, которым надо просто забежать, что-то быстро схватить и убежать. Поэтому здесь очень много готовой еды, всякой такой еды, которая есть для дома. Собственно, пройдем по магазину, чтобы просто показать вам его размер. Как вы видите, нет никаких, червей. В целом ощущение совершенно как от обычного магазина. Просто никаких штрих-кодов, ничто не надо сканировать, все происходит само собой. А, на продуктах Да. есть штрих-коды. Ты поняла приколюху? Что тут ни кассиров, никого. Есть ощущение, что он пришел его грабить? Но мне интересно больше всего наблюдать за потолком и всем, что происходит там. Посмотрите, какое гигантское количество камер и всевозможных устройств там находится. Прыгает, что-то снимает, смотрите, постоянно. Как в казино. Ого! Ага. И в тот момент, когда я беру эту банку, миллион устройств на потолке запечатляет форму, этикетку, весь набор того, что находится на этой упаковке. Благодаря этому облако вычисляет, что я, с моим штрих-кодом взял такую банку. Я могу ее положить в свою сумку, убрать ее куда угодно, где уже камеры не заметят. Но если эта банка и мое лицо обратно поставит ее на полку, мне не придется за нее платить. Мне кажется, в этом заключается реально магия. Вот захотелось взять чипсы, можно срочно положить за пазуху и чувствовать себя совершенно легальным и адекватным. Как будто никто ничего не ворует, потому что в конце концов опять их за них придется заплатить. И вот, собственно, все, смотрите. Мы тут зашли, там мы вышли, и больше ничего и нету. Никаких касс. Кассиров, это так необычно. Да, не укладывается в голове, что нет вот этой женщины, которая кричит: «Валера, отмени мне! Отмена, Валера!» Отмена, Валера! Нет их. То есть ты понимаешь, да, вот через эти камеры оно считывает лицо, помимо того, что считывает товары, считывает лицо человека, потом считывает его по базе данных, по фоткам и видео, и все, и у тебя автоматически там снимаются деньги, не надо. А вот этот моментик, да? Пакет будете брать? Карта есть? Карта покупателя? Карта магазина? Да, прикинь, ничего это. А вот так, наверное, будут выглядеть магазины будущего. Никаких карт, просто выходишь, даже ничего не надо сканировать. В стильной модной молодежной сумочке мы накладали кучу всего. Вот посмотрим, какой нам придет на этом чек. Ну что, пойдем? Смотрите, ничто не надо трогать. Сработало. И никакой полиции. С каждым шагом, как я ухожу от магазина, начинает создаваться ощущение, что все-таки я воровал Amazon. Потому что до сих пор пишет «Enjoy your trip». Подожди, окей, хорошо. А как сейчас камеры распознают людей, если все в масках приходят? По глазам? По бровям, по голосу. Нет, смотри, он же вначале вот этот QR-код прикладывает. А, на Потом, телефоне как-то. наверное, да, и с него снимается. Мне кажется, вот так. Дело раскрыто. Ты еще тот Поро. Сиэтл — это не только магазин Amazon Go, рестораны, школы и работа. Это также природа. Вокруг города расположено много национальных парков, гор, хайков, трейлов и всего на свете. И сегодня мы с вами поедем в один из таких парков. Но для начала нам надо взять машину в аренду, так что пойдем, возьмем. Я собираюсь отправиться в парк Deception Pass, который находится между Сиэтлом и канадским Ванкувером в заливе Пьюджет. Это один из красивейших парков в штате Вашингтон, но путь к нему не близкий — около 2 часов. О, я хотела попасть в этот парк. Если бы не ты со своей визой, я бы там была. Конечно, хотелось бы взять Теслу, потому что экологично, стильно-модно-молодежно. Однако досталось Subaru. В принципе, хорошая машина. Все хипстеры и те люди, которые убираются на природу, ездят именно на ней. Ну что, так что возьмем? Чтобы открыть машину, нам понадобится карточка. Мы просто ее приложим к стеклу. И она сработала. Он открывает машину карточкой. Шайтан. Прикинь. Знаешь, мне кажется, пока мы сидим на карантине, вот мы,
мир настолько меняется, что ты выходишь, там будут роботы ходить с карточкой, просто... И мы такие, а у меня умер тамагочи. Я еще в этом состоянии развития. Ну что, поехали. Мы находимся на паромной станции Сиэтл, потому что добраться до национального парка надо через воду. Единственный способ это сделать — это на таком пароме, как вот этот. Паромы ходят довольно часто, приблизительно каждые полчаса-час, поэтому передвигаться между островами очень удобно. Ну что, мы доехали до парома. Как вы видите, это гигантское судно, на котором помещаются сотни машин. Мне больше всего всегда, конечно, нравится вид на даунтаун и на все, что происходит вокруг Сиэтла. Мы находимся на нижней палубе, на которой, в принципе, как вы видите, находятся машины, но можно подняться наверх и посмотреть на Сиэтл. И это то, чем я сейчас собираюсь заняться. Собственно, мы видим вид на даунтаун Сиэтла. Приблизительно вот там, где находится это высокое здание, там и зародился город. Это называется Pioneer Square район. Это площадь пионеров, то есть первых европейских людей, которые здесь поселились. Культура Сиэтла как раз-таки про уважение и любовь к природе. Мы находимся на заливе Пьюджет, вокруг нас находятся парки. Многие здания строятся с такими технологиями, чтобы защищать местную среду. Например, чтобы не сбрасывать в воду вредные отходы, которые могут уничтожить местных лососиков. Строятся из переиспользованных материалов и всему подобное. Ну что, наш паром доплыл, поэтому мы двигаемся дальше. Так, проезжаем по одному из мостов. Мостов у нас в штате очень редко, потому что вода безумно глубокая, поэтому построить какой-то мост крайне тяжело. Практически все из них плавающие. Они находятся на водных понтонах, которые во время шторма закрываются. Ни разу не видел, чтобы хотя бы что-то улетело куда-то, но в целом мостики вот такие. Прям очень интересно рассказывать. Классный. Это, конечно, напрягает. Нас подсиживают. Ура! Мы доехали. Въезд в парк обычно платный, $10-15. Но если у вас есть Discovery Pass, это вот такая штучка, то он бесплатный. Обычно он покупается раз на год и действует в любые парки во всем штате. Мы находимся на острове Уитби. И капитан Уитби, собственно, был одним из капитанов в команде Ванкувера, который для европейцев открыл все эти острова. Собственно, вот этот пролив между островами, который называется Deception Pass. Над ним построен мост, который был создан в 30-е годы и сейчас считается памятником архитектуры. Вдалеке за мной находится Тихий океан. И он, хоть и называется Тихий, на самом деле он безумно опасный. Где-то в 70-е годы местные ученые открыли, что Сиэтл и вся эта территория подвержена гигантским цунами. Они рассчитывают, что в ближайшие годы, возможно, на этой территории пройдет самое большое землетрясение за всю историю США. Собственно, вся та территория, на которой мы сейчас находимся, по прогнозам местных ученых, либо будет подвержена сильнейшему цунами, либо просто идет под воду. Так что надо наслаждаться тем, что есть, пока оно есть. Окей. Ты живешь как на пороховой бочке. Собственно, вот таким получился парк, вот такой получилась поездка. Это, пожалуй, одни из моих самых любимых впечатлений и моментов в Сиэтле. Поэтому, если будете здесь, то рекомендую вам сделать то же самое. Удачи! Я предлагаю вот этому умному человеку звонить. Во-первых, спрашивать, оплатил ли он покупку. Меня это до сих пор волнует. А во-вторых, вообще спрашивать, как ему эта вся красота и не сошел ли он с ума. Привет!
Леша, привет! Привет! Так, ну, во-первых, скажем тебе, что мы абсолютно очарованы, да? Мы хотим сказать, что ты омерзительно хорош. Ужасно В кадре, хорош. как ты говоришь, как ты себя ведешь. Слушай, все-таки тебе счет из Амазона пришел за твои покупки? Очень хотелось, чтобы он не пришел, но практически я уже ложился спать. Такой, знаешь, накрылся одеялом, и тут мне приходит notification на телефон: с вас списано $67. Я такой, блин. Как ты думаешь, это роботы все вычисляют? Или есть люди, которые там за камерами это все просматривают? Зинаида. И потом присылают тебе чек? Я думаю, что все автоматически. Но большой вопрос для меня, почему это заняло столько времени. Потому что все эти операции, они мгновенные. Они не требуют 8 часов, чтобы выслать чек. А ты так подозрительно хорошо разбираешься в технологиях. А ты кем работаешь? Я работаю маркетологом в Microsoft. В Майкрософте? Тогда логичный и правильный вопрос. Тебя чипировал Билл Гейтс? Собственноручно, при входе. Знаешь, так достаешь руку, и тебе бжух. Слушай, а как твоя работа теперь изменилась из-за карантина? Потому что, IT, они же всегда за компами. Если мы раньше работали 8 часов, то сейчас, наверное, 16. Потрясающе. Ну, зато в домашних тапочках и с кофе, из домашней чашки любимой. То есть я просыпаюсь с утра, иду до остановки автобуса, который больше не ходит, возвращаюсь обратно домой. И у меня создается ощущение, что я пришел на работу. Слушай, а ты можешь, раз тогда ты как бы сейчас в офисе, у нас не так часто получается увидеть один из офисов Microsoft, а можешь нам экскурсию провести? Рум-тур! Ну, смотрите, вот это стол. Значит, сегодня я работал вот здесь. Ты умеешь удивлять. Мы сдавали раньше нижний этаж на Airbnb, и, естественно, Airbnb накрылся ровно, как и накрылся весь travel. Но страховка по безработице, она распространяется на Airbnb. Ого! То есть из-за того, что у нас не останавливаются люди, штат нам будет платить деньги. за это. Серьезно? Слушай, у нас главный вопрос. Когда откроют границы для туристов иностранных? Думаю, не совсем скоро. Всем в техе выставили, все наши работодатели сказали, что вы можете смело работать до дома, в принципе, до конца года. И даже и не рыпаться. До декабря нельзя было До конца года. Я мечтала приехать в Америку, посмотреть на огромные секвойи, походить там в парках. Вопрос времени. Спасибо тебе, Леш, Спасибо. большое. Было очень интересно. Спасибо, очень был рад с вами поговорить. Тоже вас люблю. Будьте здоровы, приезжайте. Пока. Thanks a lot. Bye. И вот знаешь, что самое обидное с этим карантином? Что мы так и не доехали посмотреть на цветение сакуры в Японию. Это могло быть очень красиво. Я в принципе, не видела даже Токио, потому что, когда мы туда приезжали, я весь выпуск покоряла Фудзияму. Это так непросто. Давай, Линчик. Последний шаг. Ладно. Я смогла. Господи. Вот это уже твои проблемы. Да, давай посмотрим лучше видео. Всем привет, меня зовут Виолетта, и вот пошел уже мой 4-й месяц в Токио. Виолетта – модель и художница из Казахстана. В Токио она оказалась по контракту. За 4 месяца успела поработать с известными японскими брендами и найти много интересных нетуристических мест. Я, как и вы, уже соскучилась по какому-то движению, какой-то суете, аэропортам, самолетам. Но, с другой стороны, мне-то чего скучать? Я ведь в одном из самых главных мегаполисов мира. И сегодня у меня есть необычная возможность прогуляться по нему без очередей и без туристов. И показать это вам. Так что, дорогие зрители «Орла и Решки», приглашаю вас в эксклюзивное путешествие по Токио вместе со мной. Ей! Это самая высокая телебашня в мире. Токио Sky 3, откуда открывается невероятный вид на весь город за $20. Сейчас она закрыта, но доверьтесь мне, Токио снизу гораздо интереснее, чем сверху.
Метро Шибуя — это самый загруженный перекресток в мире и по совместительству сердце Токио. И сейчас оно выглядит так. Как мало людей. В Шибуе. Если вы собираетесь в Японию, перед этим не изучите то, как работает здесь метро, у вас точно будет проблемы, потому что они были и у меня. Ребят, я сейчас серьезно, я была на этой станции миллион раз, и я снова хожу по кругу, и я не могу понять, где билетные машины, куда они делись. Их из-за вируса куда-то убрали, или я что-то не понимаю, где брать билет, непонятно. Сейчас начинается приключение. Я нашла информацию о том, что машины с билетами перенесли. И мне сейчас придется по вот этой карте находить, где они. Я нашла, где купить билеты. Для начала просто посмотрите на то, как выглядит карта метро. Это огромная паутина с переплетающимися разноцветными станциями. Здесь пересадка, здесь сюда. Но это на самом деле не самое страшное. Проблема японского метро заключается в том, что им владеют сразу две компании. Одна, Tokyo Metro, это компания наполовину частная, наполовину государственная, а другая, Toei Subway. И дело в том, что эти линии постоянно пересекаются, но две эти компании имеют совсем разные цены. А еще, если вы пересаживаетесь с ветки метро одной компании на ветку метро другой компании, вам нужно еще приплатить за трансфер. Что? Это так несправедливо. Ну, там со 100 баксами нелегко. 5 раз в метро. Да. Вот и вся вечеринка. А теперь покупаем билеты. В помощь нам вот такие машины. В японском метро стоимость проезда зависит от того, как далеко ты едешь. Вот видите все эти цифры? Они показывают, сколько стоит проезд от станции, где вы сейчас находитесь. Чтобы купить билет, надо найти нужную станцию и выбрать на экране автомата цену за свой маршрут. Если вы приезжаете в Токио, я очень рекомендую вам приобрести транспортную карту. На нее вы просто закидываете энное количество денег, и потом она автоматически вычитает стоимость вашего билета. И вам не нужно каждый раз париться насчет того, сколько ваш билет будет стоить. Вы купили билет по неправильной цене. Вы всегда можете подойти в это окошко с очень добрым японским дедушкой. И даже если он не говорит по-английски, он вам поможет, и вы можете вернуть разницу в цене билетов ему, и он вас выпустит из метро. И все будет хорошо. Люди будут выходить, а здесь нужно стоять мне, чтобы я зашла. Но сейчас проблем с этим не будет, потому что людей в метро почти нет. Очень чисто, все очень современно. Есть вот такой экранчик, который показывает вам, какая следующая станция. Все очень наглядно, все по-английски. Конечно, есть вагоны постарее, но везде все на английском. И, в принципе, пропустить свою станцию тяжело. Остановки все объявляют. Метро категорически не приветствует, когда вы разговариваете по телефону. А еще очень не любит, когда снимают людей. И поэтому я сейчас тут вообще нарушаю все японские правила поведения. Ну, все. Слушай, если до этого я вообще не разбирался в японском метро, то благодаря этому сюжету я окончательно запутался. Спасибо, Виолетте.
Всем известно, что Токио — это город, в котором будущее уже наступило. Но сегодня я покажу вам совсем другой Токио, который вы, возможно, не ожидали увидеть. Ну что ж, я в районе Сугамо. Проблема популярных японских молодежных улиц в том, что они сейчас все больше и больше похожи на западные улицы, и глобализация их не щадит. Но здесь выглядит все так, как выглядело в Токио 40 лет назад, как в старые добрые времена. Когда была построена дорога, соединяющая Токио и Киото, это была одна из первых станций, и поэтому вокруг нее было сосредоточено куча всякого бизнеса. Сейчас это просто милый райончик, который принято считать районом для бабушек. Там очень много магазинов для пожилых леди, и они часто там тусуются. Ну что ж, проверим, так это или нет. Здесь реально много бабушек. Они просто повсюду. И я не ожидала этого видеть, потому что сейчас, в наши небезопасные времена, им вообще лучше вот дома сидеть. Но, видимо, это их отдельная территория, где они себя спокойно и свободно чувствуют. Бабушки крышуют район. Это наша территория, и мы ее доим. Эта улица действительно оснащена для бабушек. Здесь покрытие антискользящее, и нет никаких ступенек. И вход в каждый магазин оснащен так, чтобы можно было на коляске в него заехать. Просто рай для пожилых леди. К сожалению, я не знаю японского, но я думаю, переводчик мне сейчас поможет узнать, что это за роскошь такая. Таинственное природное тепло защищает красоту и здоровье. Ферментная ванна Сугамо. Помогаем восстановить здоровье. В песочной бане настроение. Идеальная ванна для опилок. Давайте попробуем. Почему бы не попробовать? Тепло и много пота в каждом уголке вашего тела. Очень хорошее чувство. Я был в Южной Корее, в бане с опилками как раз-таки, и полное ощущение, что вот сейчас придут тебя отпевать. Сейчас твои поры откроются. Ты будешь потеть, и из тебя выйдут все шлаки. Опилки их впитают. Теперь я должен прорасти. Как же тут жарко. Посмотрите, эти магазины просто рай для бабуль. Все, что необходимо каждой уважающей себя бабуле для счастья, здесь есть. Думала, такие сумочки только у нас были, но оказывается нет. Здесь вот тоже пользуются спросом. Просто магазины всякой всячины для бабуль. Поняла, да, как это? Вот у нас есть детский мир. Да. А тут? Бабушкин мир? Бабкин мир, да. Бабкин мир. Здесь тоже продается очень много всяких штук для здоровья, всяких носочков, чесночочков. Это палочки ручной работы. Вот этот замечательный товарищ сидит здесь целыми днями и их делает. Для чего нужны эти палочки? Это палочки для чистки ушей. Это очень глубокие палочки. Можно мозг достать через нее. Сейчас я нахожусь возле самого главного места этого района, ради которого я сюда приезжала. Магазин красных трусов. Она сказала трусов? И я не шучу. В Японии верят, что красные трусы приносят здоровье. И поэтому очень много пожилых леди приходят сюда, чтобы прикупить эти знаменитые красные трусишки. Поэтому я сейчас пойду и куплю своей бабуле красные трусы. Она ждет меня в Казахстане. Я думаю, будет очень рада целебным трусам. Есть очень разный бюджет, разные бренды. Вот есть даже Adidas за всего лишь $2. И они все поделены по годам рождения. А я забыла, в год кого родилась моя бабуля. Надо подумать.
такого типа магазина находится только в этом районе, только в Сугому. Поэтому даже на этикетках от трусов написано, что это трусы из Сугамо. Выбрала трусишки. Надеюсь, моей бабуле понравится. А молодые не верят в эту схему, да? Исключительно для бабушек и дедушек. У молодых еще зеленые трусы. Давай позвоним скорее, узнаем все про эти трусы, про вообще, что происходит в Японии. Как бабушка отреагировала? Опять-таки. Давай. Привет! Виолетта, привет! Где ты сейчас находишься? Судя по дивану, это явно не Япония. Да, это не Япония, это северный Казахстан, город Петропавловск на границе с Омска. И сюда я прилетела где-то неделю назад и сижу сейчас на домашнем карантине. Подожди, а что ты тогда делала в Японии? В Японии я работала, должна была пробыть там месяц, но вот так сложились обстоятельства, что я пробыла там 3, даже больше. Ты гуляла или там был строгий карантин? В Японии не могут объявить строгий карантин из-за того, что это нарушает права человека, и они не могут ограничивать движение людей. И они как бы рекомендовали всем гражданам сидеть дома, очень вежливо их просили, но все равно было куча людей, работали ресторанчики, работали кафешечки, и как-то особо карантин не чувствовался. А тебе удалось увидеть цветение сакуры? Да, мне, кстати, очень повезло. Это был первый раз, когда я видела цветение сакуры. Пробежка под сакурой и солнцем. Ну, что может быть прекраснее? Ну что ж, я у Накамигура, у этой знаменитой реки, где когда сакура уже начинает опадать, и вот эта река покрыта вся лепестками. Это выглядит очень магически, но сейчас сакура прям на пике своего цветения. Ой, ну посмотрите, какая красота. Вот дедушка фотографирует сакуру. Здорово. А к бабушке ты ходила вот с тем самым подарком? Да, я знаю, о чем вы говорите, о тех самых целебных трусишках. Конечно же, я ей их передала. Я очень надеюсь, они ей помогут. Не знаю, начала ли она их использовать или нет, но, возможно, будет проблема с размерами, потому что в Японии бабушки, они очень маленькие, они очень миниатюрные. И даже самый большой размер белья для бабушек, для наших бабушек, скорее всего, это прям маловато. Слушай, мы тебе желаем, чтобы скорее все открылись границы, ты путешествовала, исследовала Казахстан, Японию, всю Азию, Европу. Где-то мы с тобой обязательно пересечемся. Да. Я очень надеюсь. Спасибо вам. Целуем тебя. Пока-пока. Пока. Ладно, через недельку повторим. У нас есть с тобой один незавершенный спор. Я думала, ты не вспомнишь. Ты знаешь, для меня путешествие — это, например, природа. Возможность просыпаться и засыпать в компании пения птиц. Ну и как я могу тебе в этом помочь? Есть одна идейка. Вот гаденыш, я отыграюсь. Дома. Бой, птичка, бой. А знаешь, есть такая примета, когда птичка... Чуть меньше слов. Это запланированная акция? А я что-то сбила?